Как вы поняли, играть я пока не умею, но видео не об этом. Я учусь играть только 2 месяца по ютубу на этой установке, сделанной почти полностью своими руками. И до этого ни на чем не играл. Я очень давно мечтал научиться играть на барабанах, но глядя, сколько стоят электронные ударные в магазинах, все время это откладывал. Ну и вот спустя много лет наконец-то нашел способ, как начать обучение при минимальных затратах. Эта установка обошлась мне примерно 8,5 тысяч, потому что собирал по большей части из мусора и из старой фанеры, которую нашел в сарае. Но если бы покупал все в магазинах, то вышло бы около 13 тысяч. Здесь я расписал почти все компоненты и примерно посчитал. Ну, кое-что типа там клея, скотча двухстороннего я, конечно, забыл. Но в итоге вышло примерно 13 тысяч. Ее отличие от других подобных самодельных установок в том, что кроме компьютера и палочек не надо закупать никаких дополнительных педалек, стоек, хай-хета и так далее, так как все это будет намного дороже. Значит, что получилось собрать за эти деньги? Это модуль управления на Arduino Mega с 16 каналами для подключения датчиков. К нему подключены двухзонный пэд малого барабана с кевровой сеткой и отдельной зоной обода. 4 однозонных пэда томов с силиконовыми накладками сверху. 2 однозонных крэша, двухзонный райд с отдельной зоной купола. Все тарелки с возможностью ручного глушения. Двухзонный хай-хет с зоной купола, который управляется педалью с датчиком TCRT 5000. 2 самодельные педали с пэдами бас-бочек, подключены пока в 2 раздельных канала. И еще на блоке осталось 2 свободных канала, если вдруг захочется потом что-нибудь добавить. Все пэды чувствительны к силе удара и имеют возможности настройки. Самая дорогая часть этой установки — это рама с креплением Джокер. Стоит почти 4000. Очень хорошая штука. Можно быстро настроить установку, поменять или добавить что-то. Плавно настроить положение каждого барабана. Вернемся к модулю управления. Почему делал именно на Arduino Mega? Потому что, во-первых, проще ничего не нашел. Никаких плат травить не надо. Никакой сложной электроники паять не надо. Паяется только порядка 20 резисторов, диоды и разъемы. Также можно экран припаять. Можно сделать версию без экрана и без кнопок. Во-вторых, все схемы и операции по настройке с объяснениями есть в YouTube на канале Armix Channel, за что ему огромное спасибо. Я с Arduino раньше никогда ничего не делал и почти без проблем сразу все настроил и запустил. Ссылку на канал размещу в описании к видео. Кетч для Arduino по совету этого канала использовал микродрам. Работает блок только вместе с компьютером, либо через программы Loop MIDI и Config Tools, либо можно настроить его как MIDI-устройство. То есть просто подключаешь по USB проводу к компьютеру и все работает. Кетч написан под программу Addictive Drums 2, но можно также играть через Superior Drummer 3. И еще, говорят, что у Arduino дикие задержки для передачи сигнала, и надо для нормальной игры использовать хорошую звуковую карту. У меня на компе стоит Creative X5 Fatality, которая начала выпускаться в 2006 году. И при этом никаких задержек при ударе в барабаны я не замечаю. Ну, хотя пытался их услышать. Может, конечно, они вылазят на каких-то там супер быстрых ритмах или при записи ударных или где-то еще. Но для обучения игре они, я считаю, вполне приемлемые. Ну, если они есть, конечно. Более того, специально притащил старый комп конца 2000-х годов выпуска со встроенной звуковухой. Настроил, подключил установку сначала в режиме MIDI-устройства, потом через программу Config Tools. И тоже никаких задержек при игре я не ощутил и не услышал. Короче, для тех, кто давно мечтал научиться играть на установке, и если есть руки, электролобзик, дрель и паяльник, то рекомендую к сборке.
А если у кого-то есть вопросы, то пишите в комментариях. Планирую пробовать делать еще видео о механической сборке компонентов этой установки. Всем удачи!